На моем канале я рассказываю о достопримечательностях города не банально, а стараюсь находить какую-то человеческую историю, которая трогает и, возможно, заставляет задуматься. Конечно же, и немного исторических фактов я тоже рассказываю, как же без них. Но все же убеждена, что заинтересовать историей города или историей в более широком понимании этого слова можно только через личное. То, что могло случиться с любым из нас, конечно же, в определенных порой трагических обстоятельствах, но обо всем по порядку. Левый берег города Гродно как-то не балует нас своими архитектурными памятниками, основная часть которых расположена на правом берегу. А заселение левого берега Немана, который составлял часть так называемого Занеманского посада, началось еще в средние века. Земли здесь принадлежали Огинским, Потоцким, Радзивиллам, городу и Гродненскому хозяйству. Однако фактически основная планировка этой части города была заложена лишь во время его сноса во второй половине XVI века. И левонабережный Гродно первоначально состоял из рыночной площади и 6 улиц – Горницкой, Мостовой дороги, Новодворской, Адельской, Кузнецкой и Лабинской. Вероятнее всего, в качестве главной планировочной доминанты в это время выступал рынок, и первые упоминания о нем встречаются именно в Гродненском черновике 1560-х годов. Непосредственно рядом с рынком располагались несколько городских районов, дворец великого гетмана литовского Михаила Казимира Огинского и усадьба отцов-францисканцев. А на противоположном правом берегу Немана в конце XIX века остро ощущалась нехватка свободных территорий для дальнейшего освоения, что во многом было обусловлено наличием в этом районе крупных частных земельных массивов, прежде всего владений князей Друцких-Любецких. Поэтому в то время при разработке планов развития Гродно главная роль отводилась Форштадту. Монастырь францисканцев основан был здесь в 1635 году. Первоначально это был деревянный монастырь с небольшим костелом, который был разрушен во время русско-польской войны в 1659 году. А в 1660 было начато строительство каменного храма с колокольней в стиле барокко. Монастырь включал в себя костел, башню-колокольню, здание жилого корпуса и ограду с воротами. В 1759 году костел был перестроен после пожара и с 1853 был закрыт. А после польского восстания 1863 года монастырь использовался как тюрьма для польских священников и монахов вплоть до 1919 года. В дальнейшем он все время функционировал как монастырь францисканцев и в 1991 был взят под опеку вернувшимися в Гродно францисканцами. На территории костела растет самое старое дерево в нашем городе. Это дуб, и по версии краеведов ему от 400 до 600 лет. После определенного возраста дубы перестают расти вверх, а растут только вширь. И думаю, что 3 взрослых человека, наверное, могли бы его обхватить, потому что размеры очень впечатляющие. На одной из стен костела висит гранитная табличка, которая свидетельствует, что здесь, в подземельях монастыря, самое большое захоронение монахов-францисканцев. Я насчитала 93 имени, начиная с 17 века захоронения были здесь. Конечно же, в крипту, где есть погребение, никто не пустит, но сам факт впечатляет. В северо-западной и западной части монастырь был огорожен кирпичной стеной с декоративными элементами кладки, и даже остался заложенный проход через стену. Ворота перед главным фасадом костела были оформлены в стиле барокко. Ну что ж, зайдем внутрь монастыря, и я расскажу вам интересные факты об этом костеле. Интерьер костела выделяется богатством архитектуры и художественно-декоративными элементами. Это и резьба по дереву, и лепка, и скульптура. В интерьере главный высокий алтарь в стиле барокко, он датирован 17-18 веками, и несколько алтарей в стиле классицизма. Интересен и эффектный амвон с балдахином в виде королевской короны, а двухъярусный алтарь включает в себя резные деревянные статуи святых и библейских сцен. Тем удивительнее понимать, что все это сделано из дерева.
В центре зала висит люстра, вот это оригинальная люстра, все остальные сделаны это уже как копии, а это осталось оригинальное с 18 века. А вот это уже копии, которые сделаны позже, как мне пояснила смотрительница, которая была в это время в костеле. Орган, который находится в храме, это самый старый орган в Беларуси. Он дважды перестраивался, но проспект и часть труб сохранились с 1750 года. Это единственный орган, который точно был построен прусскими мастерами. Он действующий. Роспись храма не раз менялась, и, к сожалению, многое не сохранилось. Интересным элементом внутреннего убранства храма является также алтарная перегородка. Это середина XVIII века, и это оригинальная барочная решетка. За ней собирались монахи и молились. Также нашла на одном сайте предположение, что за ней мог размещаться хор. В костеле и по сей день остается величайшая христианская святыня. Это чудотворная икона Святой Девы Марии Ангельской в серебряном окладе. Это предположительно 17 век, и поклониться которой съезжаются множество паломников. Судя по подношениям, которые также выставлены на всеобщее обозрение, икона чудотворная, когда люди чудесным образом исцелялись от недугов, делались серебряные так называемые воты, подношения, которые подвешивались к исцелившей их иконе. По обе стороны от главного алтаря сохранились оригинальные витражи, смотрятся очень впечатляюще, и, наверное, в гродненских храмах таких витражей больше нигде нет. Во всяком случае, не могу так сразу вспомнить что-то похожее. Если присмотреться к главному алтарю, то в художественном оформлении можно увидеть портрет. Это священник Максимилиан Кольбе, причисленный к лику святых. Дело в том, что здесь, в этом костеле, с 1922 по 1927 служил монах-францисканец, священник Максимилиан Мария Кольбе. Если стать лицом к выходу из главного зала, то по правой стороне можно также увидеть его портрет и каменную табличку с его именем и годами службы в монастыре францисканцев. Скульптура Максимилиана Кольбе есть также у входа на территорию костела со стороны калитки рядом с улицей Дарвина. После службы в этом храме он в конце 30-х годов много путешествовал, где пропагандировал веру и занимался миссионерством. И до 1939 года его деятельность была в Японии. После 1939 его отозвали в Польшу, где как раз началась Вторая мировая война. И в 1941 он попадает в лагерь смерти Освенцим. В июле 1941 года в Освенциме, в 14-м блоке, в который отца Максимилиана перевели лишь за несколько дней до того, как исчез заключенный из этого блока, администрация заподозрила побег. Позднее было выяснено, что пропавший на самом деле утонул в выгребной яме. И в наказание всех обитателей блока 14 выстроили на плацу и заставили стоять неподвижно весь остаток дня. Причем принесенный ужин на их глазах вылили на землю. Весь следующий день они снова провели в строю под палящим солнцем без пищи и воды. А под вечер был оглашен приговор. 10 человек по жребию должны были быть умерщвлены голодом в специальном бункере. Сержант Франтишек Гаевничек, на которого выпал жребий, принялся со слезами умолять о пощаде, сокрушаясь, что больше никогда не сможет увидеть жену и детей. И тогда отец Максимилиан Кольбе вышел из строя и уверенным шагом направился к лагерфюреру и произнес: «Я католический священник, я пожилой человек, хотя на тот момент ему исполнилось только 47 лет. Я хочу заменить его, потому что у него жена и дети». Как ни удивительно, но оберштурманфюрер СС согласился на эту замену, и осужденные были брошены в темные подземелья блока нагими, и им больше не давали ни пищи, ни воды. Во время их долгой агонии отец Максимилиан громко читал молитвы и псалмы, и через 2 недели в живых осталось только 4 человека, включая отца Максимилиана. 14 августа им была сделана инъекция феноловой кислоты, что должно было привести к немедленной смерти. И на следующий день тело Максимилиана Кольбе кремировали, а прах развеяли по ветру. На Мальте, в Бурджибе, есть францисканский костел, освященный в честь Максимилиана Кольбе. И там рассказывают историю, что спасенный им человек, Франтишек Гаевничек, после войны приехал в Ватикан и рассказал о подвиге отца Максимилиана. Поэтому он был канонизирован, а сам этот человек дожил до глубокой старости, до 95 лет, воспитал детей и внуков. В
1971 году папа Павел VI причислил отца Максимилиана Марию Кольбе к лику блаженных, а 10 октября 1982 года в ходе своего второго паломничества в Польшу папа Иоанн Павел II в присутствии 200 тысяч верующих, среди которых был и спасенный от смерти Франтишек Гаевничек, провозгласил его святым. На Левонабережной не так много достопримечательностей, но тут есть прекрасная смотровая площадка. И если вы возьмете кофе в кафе, расположенном рядышком, то вполне себе можете посидеть и понаблюдать за правым берегом, вспомнить историю Левонабережной и полюбоваться закатом, например, или подумать над этой историей. Вот такое видео у меня получилось. Я всегда стараюсь найти в каком-то, даже, казалось бы, формально историческом памятнике, но свою человеческую историю, которая будет интересна, заинтересует и заставит задуматься. Больше анонсов по моим видео в моем телеграм-канале. Присоединяйтесь, подписывайтесь, чтобы узнать новые и необычные факты из истории нашего города. Если история понравилась, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий, что вы обо всем этом думаете. Или, быть может, вам знакомы эти факты о францисканском костеле. Очень интересно почитать ваше мнение. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. Должна же быть такая платформа, где люди, увлеченные одной темой, в данном случае эта тема наш замечательный город, могут высказывать свое мнение. Пусть это будет у меня на канале. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.